Добрый день. Значит, в гостях очередной незаводяха. Это автомобиль моего подписчика. Значит, позвонил, ласточка с области. Позвонил человек, что, говорит, ехала, заглохла. Дотянули до ближайшего сервиса. Полезли что-то там они разбираться. В общем, что, поставили диагноз под замену бак, все топливные трубки, фильтр, хана форсункам, хана ТНВД, стружка в баке. Насчитали ремонта на стоимость автомобиля. Вот, человек позвонил в отчаянии, говорит, можете помочь? Я говорю, сможем. Вот так вот приехала ласточка. ГРМ снят. Форсунки сняты, все снято. Посмотрите, сколько мусора. Я не знаю, как эту топливную разбирали. Надо хотя бы было мыть. Вот. Значит, топливная. Все запчасти. Вот они, родимые. ТНВД вскрытый. ГРМ. Форсунки. Вот. Форсунки всеми любимой Delphi. В общем, раз, два, три. 4 форсуночки. Что-то тут они уже меченые, перемеченные. Ну ладно, то все. Насосу хана, там такие страшные фотки бака показывали. Ну, мы будем снимать, мыть это все. То я потом покажу. Значит, это у нас, так сказать, начало истории. Хотел показать, ну, что привозят, так сказать. То есть теперь надо это все дело довести до ума. Значит, сейчас будем заталкивать ее на подъемник. Снимать бак, пока буду решать вопрос по топливной. Вот такой вот кенгунчик 1.5 DCI. Значит, снимем бак, покажу, что у нас с этого получилось. Значит, что, помыли двигатель. Так выглядит. Повставляли назад форсунки, чтобы вода не попала. Повымывали все это дело, потому что лазить в топливную, двигатель с грязной этой всей чепухой, ну вообще как-то не феншуй, так сказать. Все, сейчас будем закатывать на подъемник и снимать бак. Значит, сняли бак. Опустили машину сейчас. В общем, что? Стружка есть. Пудра. Вот сейчас магнитом попробую. Ну, ее так не видно, она сильно мелкая, это пудра. Видите, там уже ее нету. Блестит. Песочек, смотрите, сейчас беру его. Оп. Магнитиком и собираем. Вот она, вот тут все. Пудра это на магнитике. В общем, буду сейчас собирать пудру, вымывать, промывать, продувать магистраль. Итак, установили ТНВД, переделали систему подачи топлива, грушу заменили, фильтр новый установили. Единственное, что сейчас чуть-чуть ждем форсунки, потому что проверку на стенде.
чтобы 20 раз их не ставить, не снимать. Проверим форсунки и будем ставить уже форсунки, прокачивать топливное, пробовать заводить двигатель. В общем, вот так это все выглядит. Камесь. Добрый день, значит, собрали топливную, пытаемся завести автомобиль, прокачали, автомобиль не заводится. Реакции на эфир 0 и идут пульсации во впускной коллектор. Сейчас покажу. Давай. Еще. Реакция на эфир 0. В общем, беда. Итак, значит, не знали, что мы с этим всем делом делать. Метки проверили, все совпадает. Решили, давайте померяем компрессию. Значит, вот крутили нас. Такие машины часто в ремонте. Где-то у меня даже видео есть. Давай, поехали. Ну вообще ни о чем, там 8 бар. Тут, а тут сколько? 14. В соседнем 14. В общем, беда. Итак, подключили компрессометр по Renault на 4-й цилиндр. Меряем компрессию. Хорош. Итак, меряем на 3-м цилиндре. Хорош. 8. Итак, 2-й цилиндр. Меряем компрессию. Итак, 1-й цилиндр. Меряем компрессию. 4 бара. Ну, 5. Хорош. Вот вам и результат. Добрый день. Значит, что, сняли клапанную крышку. Бугеля вроде как все целое. Но вот мне не нравится вот тут, я не знаю, видно, не видно, вот почевганное, свежачком видно. Видно, что свежачком. Так, что у нас с этим фокусом? О. Вот, видно, пошкрябано. В общем. Так, сняли мы головку на Кенга. А ну, налей, чтобы была струйка. Заливаем сейчас бензин в впускной коллектор. И смотрим герметичность впускных клапанов. Потекло. 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 Потек, потек, потек. Выпуск тоже? А выпуск мы не можем, да, налить? Сейчас лью тут. Вот, протерли. И вот течет. А и тут течет. Еще головку не рассухаривали, то есть распредвал снят, все снято, клапана сейчас полностью закрыты.
Заливаем выпуск. Да не, ну так мы ничего, наверное, не увидим. Да не, сейчас я этот вытру. Ну, он сразу течет. Потек. Тоже течет. Этот? Вот этот слабенько. Вот этот слабенько, вот этот нормально. В общем, это... Да сейчас подождите. Занят. Рассухарили головку. Ну и вот смотрите последствия ЕГР, плохой турбины. Выпуск нормальный, пуск закоксованный. Ну вот. Ну и клапана, соответственно, смотрите. Ну и вот видно по клапану, где есть неприлегание. В общем, сейчас проверим их на герметичность. Ой, ну, чтобы они ровные были. Головку надо будет привести в порядок. Ну, сейчас это все отмываем. Потом будем смотреть дальше. Ну, тут видно, вот. Здрасте. Что тут беда. Вон вторая. С бензинки. Итак, вот наш блок. Поршня в нагаре жестком, конечно. Здесь видно. Хон. Ну, что-то похожее, конечно, есть. Да не, уже его там практически нету. В общем, так все выглядит. Ладно, разберемся с головкой, потом будем с блоком разбираться. Турбина, что у нас? Турбине хана. Люфт космос. Не знаю, буду согласовывать. Но турбине там хана явно. Итак, значит, сняли на КНГО турбину. Люфт тут будь здоров. Ну и горячая часть гонит тоже масло. В общем, будем реставрировать. Забрал я турбину с ремонта на красный КНГО. Люфта нет. Не, ну есть, конечно, доли минимальные. Тут все хорошо. В общем, теперь ждем головку.
выглядит, все красиво. В общем, ждем головку. Значит, собрали головку, заменили направляющие клапанов, клапана новые. Ну, понятно, сальники клапанов новые, восстановили геометрию, притерли, отрегулировали зазоры, потому что тут не гидрокомпенсаторы, а стаканчики. Сейчас сальник новый, ну понятно. Вот, все отмыли, все. В общем, будем сейчас ее устанавливать на двигатель, ну, на блок. Так что такие дела, так сказать. И будем собирать ГРМ, все остальное. Собрали ласточку, но не заводится. Нет давления топливной рейки. Пусковое запусти. Значит, надо 400 бар. Максимум 40. Такая незадача. Походу она насосом, что ли. В общем, такая незадача. Форсунки в обратку не сливают, пока на 40 барах. В общем, заводили. И так, и сяк, но не качает насос больше 40 бар, хоть ты тресни. Что, сняли его? Повезу на стенд. Это просто вынос мозга какой-то. Тупо не качает. Купили, снятые из рабочей машины. Не знаю. Ну, устали просто, ну тупо не качает и все. В общем, решили быстрее снять насос, проверить. Так, вычитываю прошивку. Будем программно отключать клапан ЕГР. Читаю при помощи КЕС. Значит, сейчас вычитаем. Скину калибровщику. Он отредактирует. И запишем новую прошивку уже без ЕГР. Так, записываю прошивку. Так, ну что, собрали ласточку, поменяли ТНВД. Значит, вот ошибочки у нас тут. Цепь контакта стоп-сигнала. Ну, это может быть лампочка, либо жабка. Ну и по усилителю, при этом он работает. Но у нас задачи были другие, поэтому игнорируем эту ошибки. Значит, что у нас дальше? Давайте по порядку. Ну, ТНВД ребята заменили. Порядочная разборка. И ласточка завелась. Значит, попросили отключить программный клапан ЕГР. Вот фишка. Значит, что? Все работает.
Ремонт, так сказать, окончен. Ну что, давайте подведем итог. Притянули машину на замену топливной. Поменяли ТНВД 4 форсунки, помыли бак, заменили фильтр, переделали систему подачи топлива. Заводили, не заводится, померили компрессию, низкая компрессия. Оказалось, что турбина, там что-то разваливалось и летели куски в мотор. Клапана не держали, то есть были не герметичны. Вот старые эти форсунки. Значит, сделали головку. Заменили клапана, направляющие. Направляющие сальники, выставили зазор, поставили, заводили, ну не заводится, посмотрел, нема давления в рейке. Вот, поменяли насос и вопрос как бы решен. В общем, сложный был ремонт. Вот, кстати, старый ТНВД разобранный. Сложный был ремонт, но все-таки удалось ласточку привести, так сказать, в чувство. В общем, на этом, считаю, ремонт окончен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк в поддержку видео, пишите комментарии, если есть вопросы. Если нужна помощь с ремонтом, обращайтесь. Находимся в Киеве, район метро Сырец. Вот. В общем, до новых встреч.